Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот красивые тапочки-следочки. Новогодняя тема зимняя у меня продолжается. Такие вот зимние цветы. Значит, вязать я буду спицами номер 2,5. Мысок я буду вязать тунисским крючком. Тунисский крючок тоже номер 2,5. Сейчас я сразу вам замерю по подошве. В процессе вязания я буду детали измерять в сантиметрах. Вот, по ходу сначала замерим. Я, значит, определила их от 38 до 40 размера. Я длину сделала на 39-40. В конце видео я их вживую примерила. Можно посмотреть. Значит, от пятки и до мыска 23,5 сантиметра. Это в свободном состоянии. Если размер 37-38, что мы будем делать? По мыску уменьшим на 1 петельку, по подошве на 2, на 4 петли уменьшим, и по длине точно тоже в рядах уменьшим. Значит так, пряжа у меня акрил турецкий стопроцентный, акрил 100%, 230 метров в 100 граммах, это у меня основной цвет, и белый это картопу флора, тоже турецкая, да, здесь что, 240 метров в 100 граммах, вот так вот. Значит, схема несложная. Сейчас выведу на экран это все дело. Плотные получились довольно-таки. Вот на подарочек, на сувенир. Очень даже замечательно. Так что советую всем связать. Извините, у меня что-то с голосом. Наверное, много разговаривала. Переходим к процессу. Начинаем вязать мысок. Значит, что мне понадобится? Крючок у меня номер 2,5. Теперь смотрите. Белая пряжа основная. Я сразу сделала 2 моточка, 2 клубочка, отмотала один. Красный цвет. Вот на цветок на сам. Теперь отрезала. Я буду отрезать небольшие нитки по метру, по 1,5. Так будет удобнее. Зеленый и бордовый. И немножко желтого. Так, это что касается пряжи. Теперь вязать мы будем вот по такой схеме. Так, минуточку. Так, вот так вот схему расположила. Значит, сейчас расскажу по схеме, так как я полностью все ряды провязывать в этот раз не буду. Схема очень простая. Вот все здесь расписала. Сейчас начну вязать вместе с вами мысок. Провяжу до последней прибавки. Ну, а потом уже сами самостоятельно будем вязать по схеме. Значит, тут всего 3 цвета. Бордовый, красный и зеленый. Здесь зеленый 2 цвета, но я это провязала все одним цветом. Мысок начну вязать с 13 петель. Буду расширять. Все в процессе расскажу. Отвяжу весь мысок. Все это замерю в сантиметрах. Расширю до 27 петель мысок. Значит, если размер 37-38, можно оставить 25 петель всего лишь. Высоту он у меня будет в готовом виде 31 ряд. Значит, сейчас я провяжу, ой, да куда, до 28 ряда. И там вверху я вот сделала такие вот небольшие убавки, срезала уголки. Ну, это опять же по желанию, можно делать, а можно не делать. Но в этот раз у меня модель такая, верхняя часть немножечко срезанная. Посимпатичнее выглядит. Значит, остановите видео, сделайте скриншот, или же, как я говорила в прошлый раз, у меня на канале в шапке профиля сообщество написано, на него нажимаете, и там есть фотография, и рядом идет схема. Значит, можно взять оттуда, а также на моей странице в Одноклассниках или в других соцсетях я под фото размещаю схемы. Вот так вот. Так, схему взяли, переходим к вязанию. Так, набираю цепочку, вяжу из 13 петель. 1, 2, 3. Провязываем вот такую цепочку. Это для тех, кто вяжет первый раз. 13 раз набрали. Так, провязали цепочку. Теперь крючок ввожу в каждое звено. Захватываю ниточку, вытягиваю петельку. Опять ввела, захватила, вытянула. Набираю петли. Со следующего ряда начну делать прибавки. В начале и в конце ряда буду расширять мысок. Набираю петли сейчас. Так, последнюю набрала. Я провязываю, сразу захватываю ниточку и возвращаюсь по 2 петли. Есть еще один способ. 2 раза. Один раз провязали петельку, второй раз
уже возвращаемся. Вот так вот один раз провязали и второй раз возвращаемся. Я большой разницы не вижу, поэтому я сразу захватываю и под 2 возвращаюсь. Так, кому как удобно. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Первая на спице, вторую провязываю, одну набрасываю. Далее вяжем все петельки, провязываем, ввела крючок, захватила, вытащила. И точно так же добавлю одну петельку в конце ряда, накид сделаю. Осталось у меня 2 петельки, кромочная еще одна. Опять делаю один накид, провязываю эти 2. Одна, последнюю я провязываю, подхватываю под 2 дужки. Под 2 дужки подхватила, нить захватила, опять захватываю и по 2 возвращаюсь. Не пропускаем накид наш. Все, идем в начало ряда. Так я расширю. С 5-го ряда я начну вязать узор. Значит, сейчас провяжу, это у меня 1, 2, провяжу еще 3 ряда и перейду к узору. Так, я провязала 4 ряда, смотрите, 1, 2, 3, 4. Сейчас у меня 19 петель на спице. Перехожу к узору. Так, вот она опять эта схема. Вот 5-й ряд. Вместе с добавкой сейчас у меня будет 21 петля. Начинаем вязать узор. Первые 11 петель провяжем белым цветом, 1 зеленая и оставшиеся 9 вместе с добавкой. Вяжем. Провязываем белым цветом 11 петель. Так, первая на спице у меня, вторую провязала, одну накинула. Так, 1, 2, 3, 4, 5, провязываем 11. Провязали 11 белым, 1 подвязали зеленый цвет, 1 петля зеленым. Оставшиеся петли 9 петель вместе с добавкой белым цветом. Так, вяжем до конца ряда белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да иди сюда. 8. И последняя. Кромочная под 2 дужки ввела, вытащила, все. У меня сейчас короткий крючок, я когда расширится у меня мысок, перейду на более длинный крючок. Это я себе обрезала его, потому что они все длинные тунисские крючки. Ну, пока начало вяжу коротким. Так, захватила ниточку, возвращаюсь в начало ряда. Так, накид провязали. Так, теперь белый над белым, красный над красным, зеленый над зеленым. Так, идем в начало ряда. Здесь нить перемотали, перекрутили, захватила опять. Зеленым провязала, все, оставшееся все белым довязываем. Так, опять далее, смотрите, идем по схеме. Что у нас далее? 6-й ряд, да? Посчитали белым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять 11 петель вместе с добавкой. 3 зеленым и оставшиеся белым цветом. Вяжем. Так, 6-й ряд. Опять провязываем первые 11 петель. Первая на спице, вторую провязала, набросили, накинули. Вяжем. Поэтому схема несложная в этот раз. Ну, надо же когда-то учиться. Думаю, я зачин сделаю, а там уже вот пойдем сами. 11 провязали. Теперь 3 зеленым. Я сейчас сразу подвяжу второй белый моточек. Можно в следующем ряду подвязать, потому что цветок большой. Будет белый с этой стороны и с этой стороны, чтобы не было больших протяжек. Точно так же я бордовый сюда одну подвязываю, сюда подвязываю, чтобы не тянуть через весь вот этот вот светло-красный цвет, бордовый цвет, чтобы не протягивать.
Так, сейчас оставшиеся петли провязываем белым цветом все. Это у нас получается 6-й ряд был. Так, довязываем 6-й ряд до конца. Пришли в конец ряда. Опять сделала одну прибавку, набросила. И точно так же все. Вот она, предпоследнюю провязали. Последнюю поднимаю за 2 дужки. И возвращаюсь по узору в начало ряда. Опять захватываю. И по 2 возвращаюсь. Так, идем в начало ряда. Закончили мы 6-й ряд. Теперь далее, что у нас здесь? 7-й ряд. Смотрите, 7-й ряд я прибавку делать не буду. 1, 2. Здесь вот в 7-м и в 9-м я свяжу без прибавки, чтобы более закруглить мысок. Значит, 7-й ряд опять вяжем по схеме. Что у нас здесь? 3 белым, зеленый, белый, бордовый цвет. У нас приготовим бордовый цвет, значит, я сразу отрезаю 2 ниточки. Подвяжу здесь одну и здесь одну. Так, 7-й ряд вяжем. Значит, так, первые 3 петли у нас белым цветом будет. Одна, я считаю вместе с кромочной, как я уже говорила. Провязываем 1, 2, 3. Так, теперь. Далее 3 зеленым. 1, 2, 3. 3 белым. Что оно падает, да? 3 белым провязали, 1 бордо. 4 зеленым. 3 белым. 2 и 3 бордовых. Так, опять я ниточку подвяжу. 1, 2, 3. И оставшиеся до конца ряда, это 3 петли, провяжем белым цветом. Так, это у нас был такой 7-й ряд. Так, провязали. Возвращаемся в начало. Так, каждый цвет над своим цветом провязываем, соответственно. Так, все, идем в начало ряда. Восьмой ряд. В этом ряду я сделаю одну добавку опять. Первую на спице, вторую провязали, одну добавила. Так, всего будет у меня вместе с добавкой 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 белым провязали. 4 зеленым. 1, 2. Так, что у нас здесь? Больше белый не идет. 3, 4. 4 зеленым провязали. 2 бордовым. 3 зеленым. Потом эти хвостики все попрячем.
все будет чисто. 3 зеленым, 1, 2, 3. Да что это такое? 3 зеленым, 4 бордовым. Так, какую же протянуть? Вот эту вот протянем. 1, 2, 3, 4. 4 бордовым провязали, 2 красным. Один. Да, вот сразу сейчас хвостик провяжу. 2. 2 красным, 1 бордовым. Так, что у нас здесь остается до конца ряда? Должно у нас быть 4 петли. 1, 2, 3. И сделаем одну добавку, будет 4. Так, где у меня тут белый остался? Не протянула нить. Видите, далеко осталась, забыла про нее. Одну провязала, одну добавила и 2 провязываем. Так, и последняя. Опять по 2 дужки. Ой, крючок маленький, тяжело теперь на него все петли собирать. Так, это у нас 8-й ряд был от начала, если считать. Возвращаемся в начало ряда. Так, что у нас дальше? 9-й ряд. Здесь я опять прибавку делать не буду, без прибавки вяжем. Значит, первые 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6. 2 зеленым. Две бордовым. Одна красным. Четыре бордовым. Один, два, три, 4. 5 петель красным. Так, где у нас тут красный цвет? Так, 5 красным провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 красным провязали, 1 бордовым. Бордо. 1 бордовым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Так, где он тут белый у нас? Ах, нитка. 1. Чуть не пропустила вот добавка. Ну. 2. 3. Так, все, последнюю провязала. 4 петельки у меня на спице. Всего 25 петель сейчас у меня. 10-й ряд сейчас начну вязать. Это будет последний ряд с добавкой. Значит, смотрите, если вам достаточно будет 25 петель, можете здесь остановиться. Но если на маленький размер, то нормально будет. Так что
Делаем дальше, захватываем и опять идем в начало ряда. Все то же самое. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, 10 ряд. Здесь у меня будет последняя добавка, как я уже говорила. Первые 7 петель вместе с добавкой провяжу белым цветом. Провязываем первое на спице, вторую провязываю, делаю один накид. 1, 2, провязала 3, 4, 5, 6, 7. Одна зеленым, белым провязали, теперь одна зеленым. Где тут зеленый цвет? Одна зеленым провязали. 2 бордо. 1, 2. 2 бордо. 3 красным. 1, 2, 3. 3 красным. 2 бордо опять. 2 бордовых. Ну или темно-темно-красный. Я бордо называю, чтобы короче было. Далее 4 красным. 3, 4. 4 красным провязали. Что у нас далее? 2 бордовых. 1 зеленая. Зеленая осталась далеко, придется подвязать. Одну зеленым провязали и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. 1, 2, последнюю добавку сделала, 3, 4. У меня 27 петель, как я уже говорила. Так, все, начало положено. Дальше вяжем по схеме. Опа, вот такой вот получается. Значит, еще раз схему. Сейчас возвращаемся в начало ряда. Это у меня 10 ряд. Вот так вот получилось. Смотрите, 10 ряд. Все, у меня добавок больше нету. Вяжу все по схеме. Вот дойду до 28 ряда. С 28, это последний ряд будет. Здесь начну делать по одной петельке убавки. Довяжу до 28, к вам вернусь и закончим мысок. Вяжем, девочки, встречаемся. Закончила я вязать мысок. Остался у меня последний ряд. Сейчас 28 ряд у меня будет от начала, если считать. Сейчас я с каждой стороны в начале и в конце ряда немного убавлю петли. Значит, всего у меня будет, как я уже говорила, 31 ряд. Вот последние ряды я убавлю. Так, последний ряд провязываю по узору. И в начале ряда первая на спице. Следующие 2 провязываю вместе. Так, по узору у меня здесь одна последняя зеленая. Далее вяжем далее по узору. Что у нас здесь последний ряд? Одна зеленая, одна красная и остальные белые. В конце ряда сделаю добавку. Пришла в конец ряда. Осталось у меня 1, 2, 3 петли. Опять 2 провязываю вместе. Последнюю, как обычно, провязала. Возвращаюсь в начало ряда. И точно так же буду делать убавки в следующем ряду. Провяжу 31 ряд и закрою петли. Убавила петли. У меня 19 петель сейчас на спице, 31 ряд в высоту. Срезала уголки, закрываю последний ряд, закрываю петли. В последнем ряду тоже 2 вместе провяжу вот сразу. Провязала 2 вместе и протянула. Все, далее по одной петельке закрываю. Ой.
Так, идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Осталось 1, 2, 3 петли. Опять 2 вместе. Провяжу. И последняя. Где она здесь? Под 2 дужки. Все, закрыли. Так, белая нить мне сейчас больше не нужна, поэтому я ее обрежу. Так, теперь что сделаем? Сейчас зачистим вот эти вот хвосты. Так, попрячем хвостики. Да вот, крючком я под нитками протягиваю. Вверх, вниз, влево, вправо. Подтянула. Можно для надежности еще закрепить узелком, но я не закрепляю узелки, не делаю. Только если нитка короткая осталась, тогда так, протянула еще раз. И этот хвостик опять тоже вот спрячу вот сюда вот. Вот так вот. До сегодняшнего дня все сидело крепко. В машинке постираете, оно все вот как не пушится. Я даже когда-то распускала, не могла распустить. Говорю, я же узлов вроде бы не завязывала. А распустить очень тяжело было, потому что вот запутано. Так, теперь что мы сделаем? Надо его замерить. Так, вот такое вот дело получилось. В ширину, что у меня вышло в ширину? Так, 9,5 сантиметров в ширину. Если взять пряжу метражом где-то 280, то, соответственно, мысок у вас в ширину будет уже. Так, и высоту 12. Так, теперь что я сделаю дальше? Так, зеленую нить в 2 сложения, двойную. Буду набирать петли. Значит, сейчас пройду один ряд, наберу петли, один ряд двойной нитью, лицевыми пройду. И потом красный еще один ряд и перейду на подошву. Так, вот здесь начну сразу вот в последнюю петельку введу. Вот где у меня узелок. Сразу в последнюю введу. Белую буду запутывать. Так, вот двойная. Спицу. Сразу хвостик придерживаем и вплетаем его. Вот набираем ряд под ниткой, под этой белой, под хвостиком. Один раз снизу, один раз сверху. И так мы его привяжем. Хотела так быстро показать. Значит, по каждой стороне у меня получится по 32 петли, посередине 13. Почему 32? 31 ряд. Я последнюю петельку, вот последнюю набрала, поэтому на одну больше получилось. Так, набираем петли и по изнанке вернусь, провяжу один ряд все лицевыми. Набрали петли, провязали 2 ряда лицевыми зеленым, теперь красным цветом в один слой, одинарная нить, провязываю 2 ряда лицевыми, один ряд лицевой, один ряд по изнаночной стороне и перейду к подошве. Значит, всего 2 зеленым и 2 красным. Довязываем до конца, обрежу нить и начну с подошвы. Обвязку я делала спицами номер 3. Весь следок, подошву, полотно буду вязать спицами номер 2,5.
Так, на подошву взяла средние 11 петель и буду расширять, добавлять по одной петельке с боковой стороны. Значит, сейчас подвяжу нить здесь. Так, первый ряд я буду вязать со снятыми петлями. Сейчас я сразу первую провяжу. Так, первую провязала, теперь далее одну снимаю петельку, нить впереди, одну провязываю изнаночной, одну снимаю не провязывая, одну провязала изнаночной петлей, одну сняла, одну провязала изнаночной. Так иду до конца ряда. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали и последнюю добавляю с боковой спицы. Подтянула, перешла на изнаночную сторону, все провяжу до конца ряда изнаночными и одну добавлю опять с боковой спицы. Так, пришла в конец ряда, одну добавляю с боковой спицы. Переходим на лицевую сторону. Первую снимаю. Теперь далее буду вязать в шахматном порядке. Над снятой петельку буду провязывать. Ту, которую провязывали, я буду ее снимать, не провязывая. Так, что у нас здесь идет? Вот это вот у нас снятая, мы ее провяжем. Так, первая. Снимаю. Сняла. Провязала. Одну сняла. Провязанную снимаю. Ту, которую снимали, теперь провязываю. Одну сняла, одну провязала изнаночной, одну сняла, одну провязала изнаночной. Так, конец ряда. Одну добавляю с боковой спицы. Значит, так я буду расширять, пока у меня не будет на спице 31 петля. Опять же, примеряйте эту подошву по ширине своей подошвы. Значит, у меня будет 31. И потом я дальше оставшиеся петли буду закрывать по методу пятки. Так, перешли на изнаночную сторону. Опять все по изнанке провязываю изнаночными. Так, пришла в конец ряда. Опять добавляю одну петлю. Добавили. Переходим на лицевую сторону. Первую снимаю. Так, что у нас теперь? Провязанную мы снимаем. Ту, которую снимали, вот она. Вот она. Мы ее провязываем. Так, вяжем здесь в шахматном порядке. Что у меня здесь? Первая снимается. Одну сняли, одну провязали изнаночной. Одну сняли, одну провязали изнаночной. Вот такие вот чешуйки должны получаться. Видно? Так, вяжем до конца ряда. И добавляем одну петельку с боковой спицы. Так, сейчас еще раз до конца довяжу, добавлю петлю. Одну сняли, одну провязали изнаночной. Одну сняли, одну провязали изнаночной. Одну добавили с боковой спицы. Расширяем. Одну добавили, подтянули. Все, перешли на изнаночную сторону. Все провязываю изнаночными, добавляю с боковой спицы. Так, думаю, с этим разобрались. Значит, сейчас вяжем, расширяем подошву. Я к вам вернусь и будем вязать далее. Дальше. Расширим необходимое, наберем количество петель. Как я уже сказала, у меня будет 31 петля. Расширю и далее буду соединять по 2 вместе, как мы пятку соединяем. Так, что у меня здесь получается? Вот так вот. Вот такой мыс.
После того, как расширили подошву, все оставшиеся петли на боковых спицах закрываем по методу пятки. Так вот, последняя у меня петелька сейчас. 2 вместе, одну с подошвы, одну с боковой спицы, провязываю 2 вместе, соединяю. Все, подтянули опять, перешли на изнаночную сторону. По изнанке мы все вяжем изнаночными петлями. Провязываю до последней петельки. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, пришла в конец ряда. И последнюю петелька с подошвой, петелька с боковой спицы, 2 вместе провязываю. Подтянули, перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Так, что у нас здесь дальше? Идем дальше по узору. Первая снимаю, провязанную снимаю, снятую мы провязываем. Все, далее вяжу опять в шахматном порядке по узору, и последние 2 петельки будем соединять. Так закончим, все оставшиеся петли соединим по всему мыску. Закончила вязать подошву. Так, теперь что я буду делать? Наберем сейчас петельки с боковой стороны. Вот такой вот получился. Так, теперь с каждой стороны я наберу по 8 петель. Всего у меня будет 47. 31 по подошве, 8 и 8, 16, 47. Потом провяжу 10 рядов, 10-11 рядов провяжу, и здесь сделаю еще несколько добавок. Будет всего у меня 53 петли. Если размер 38, добавим 51, пусть останется. Я сделаю 53. Значит, так, теперь что у нас тут дальше? Захватили ниточку, добавили, подтянули. Еще одно. Так, это сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно сразу и 9, и 10 набрать, но тогда здесь расстояние не останется. Так, теперь эти набранные петли я провяжу изнаночными. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петли подошвы провяжем по узору, хотя можно тоже их сразу изнаночными провязать. Так, я вернулась по изнаночной стороне изнаночными, продолжаю здесь вязать по узору. Так, что у нас здесь? Одну сняла, одну провязала, одну сняла. Одну провязала, одну сняла. Провязываю петли подошвы и точно так же наберу на второй стороне и обратно по изнаночной стороне вернусь все лицевыми, и со следующего ряда начну вязать такой неказистый узор. Я критически отношусь к своим работам, поэтому... Так, привязываем петли подошвы. Так, здесь у меня оставалась одна петелька. Закрываю. И точно так же 8 петель наберу с этой стороны. Так, что у нас здесь? Так, 1, 2, 3. И здесь, значит, 3 наберу. С боковой вот этой вот стороны. Так, зеленая. Вытащили одну. 2. 1, 2, 3. Еще одна с под зеленой.
и вот здесь вот. Набираем это 1, 2, 3, 4. И последнюю. 8 набрала. Все, вот так вот. Разворачиваемся. Все провязываю лицевыми. Идем до конца ряда, все вяжем лицевыми. Так, пришла в начало ряда. Теперь что буду делать дальше? Смотрите, желтый, белый и зеленый буду чередовать. Все буду вязать, вот это вот полотно до пятой, все буду полностью вязать лицевыми петлями. Значит, одна цветная, 3 петли основным цветом, одна лицевая цветная, 3 основным цветом. Вот так вот буду вязать. Между ними один ряд будет основным цветом провязан. Так, что у нас здесь? Где я остановилась? Угу. Теперь так, первую снимаю. Первая, вторая провязала, третья провязала лицевой, все вяжу. Подвязала желтый цвет, одна желтым. Далее 3 лицевых красных, одна желтым, 3 красным, одна желтым. Так буду вязать до конца ряда. 1, 2, 3, одна желтым. 1, 2, 3 красным, одна желтым. Вяжем до конца ряда. Так, довязываю ряд до конца. И последними 3 красным. Последнюю кромочную буду провязывать изнаночной. Все, развернулись, и по изнаночной стороне опять все вяжу лицевыми. Красный над красным, желтый над желтым. Все провязываю лицевыми. Следующий ряд весь провяжу основным цветом красным. Потом буду менять цвет. Так, здесь ниточку перекрутила, подтянула, желтым провязала, опять перекрутили, 3 красным. Так продолжаем. Значит, с этим вроде бы понятно тоже. Смотрите, сейчас следующий ряд у меня будет основным цветом, как я уже говорила, потом белым, зеленым, какие угодно цвета. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот до зеленого дойду. Третий цветной ряд. И здесь я начну делать в начале и в конце ряда прибавки. Провяжу, к вам вернусь. Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5 дорожек. Начну делать прибавки. Одну сделаю в начале ряда и одну в конце ряда. И через пару дорожек прибавлю с каждой стороны по 3 раза. Всего у меня будет 53 петли. Значит, так, первую снимаю. Прибавляем обычным способом. Можно просто набросить. Можно вот с петельки сразу поднять. Одну прибавили. И дальше вяжу все лицевыми. Точно так же прибавлю в конце ряда. Вот ее незаметно. Вяжем до конца ряда. Завязали до конца ряда. И точно так же прибавим одну петельку в конце ряда. Вот. Поднять можно. Одеваю на спицу. Провязываю. Или же просто накидом сделать. Так, кромочная, изнаночная. Все остальные это промежуточный ряд между цветными рядами.
Перешла на изнаночную сторону, провязываю все лицевыми. И так через 1-2, получается, через 4 ряда я буду делать прибавки. Расширю до 53 петель, довяжу до пятки. К вам вернусь, будем вязать пятку. Так, что у меня здесь получилось? Ну вот, ее незаметно, видите, эту прибавку совсем. Значит, на мой размер у меня 39-40, как я уже говорила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Через ряд я провяжу вот этих вот 10 цветных дорожек через один ряд. Если размер 38, на пару дорожек меньше провяжите. Довяжу до конца, замерю это все дело в сантиметрах. Провяжем нужную нам длину до пятки и будем вязать задник. Довязала я тапочек, переходим теперь, сейчас будем вязать пятку. Так, сколько она у меня, вот эта вот часть от разъема, 10 сантиметров получилось. Так, в ширину у меня 53 петли, как я уже говорила. Что это тут прицепилось? Достаточно плотный получился вот простой узор, но плотно. Так, в ширину в спокойном состоянии, ну вот смотрите, почти 19. Так, теперь я последний ряд закончила лицевыми. Мне по длине этого было достаточно, поэтому я сейчас пятку начну вязать с изнаночной стороны первый ряд. Провязывать ее буду точно таким же узором, вот этими вот чешуйками. Но так как я буду вязать с изнаночной стороны, если я здесь вязала все изнаночными петлями, по лицу начинала, то теперь я буду вязать лицевыми петлями, потому что по изнанке начинаю. Пятка у меня будет средние 13 петель. 20 петель беру на спицу, сразу нить не обрезаю. 20 петель беру, я просто нить перебрасываю. Так вот плотно взад-вперед перебрасываю, отсчитываю 20 петель, 13 провяжу пятку. Так, взяла 20 петель на запасную спицу, теперь петли пятки. Так, первую провяжу. Нить заработаю теперь. Одну снимаю, одну провязываю лицевой. Одну снимаю, не провязывая, одну провязываю лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Сразу закрываю 2 вместе лицевой. Перешли на лицевую сторону. Все вяжу лицевыми. Первую снимаю, провязываю лицевыми. Последнюю петельку буду провязывать 2 вместе с петелькой с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Соединяю ее. Две вместе провязала. Перешли на изнаночную сторону, продолжаю вязать в шахматном порядке. Если я в первом ряду первую петельку снимала, то сейчас я ее буду провязывать. Это кромочная, вторая, значит, провязываю, снимаю. Одну провязала лицевой, одну сняла не провязанной. Одну провязала, одну сняла. Так иду до конца ряда. Последнюю соединяю. 12. Так, последняя петелька. Провязываю 2 вместе. Провязали. Все, перешли на лицевую сторону. Продолжаем. Еще не видно, но вот они уже, эти чешуйки, выглядывают. Так, одну сняла и все лицевыми. И последние 2 соединяем. Так будем вязать, соединять, пока не закончатся все петли на боковых спицах. Вяжем, заканчиваем пятку. Закончила вязать я пятую. Закрываю петли сейчас. Значит, что еще я забыла добавить, чтобы не было сильно высокая. Вот мы по краю по 2 петельки соединяли вместе. 1-2 раза можно будет соединить
не по 2, а по 3 петельки взять, чтобы уменьшить вот эту вот высоту. Так, теперь закрываю петли. Одну провязываю и сразу протягиваю ее. Провязала, протянула. Так, по одной закрою. И что я буду делать? Я буду обвязку делать. Ой! Так, и последние 2 петли у меня осталось. Я их провязываю вместе. И протягиваю. Так, теперь беру крючок. По всему верху слитка набираю петли. Под 2 дужками. Где тут вторая дужка? Захватываю ниточку, утягиваю петельку. У меня будет, наберу на 4 спицы, у меня будет 60 петель. Если пару петель образовалось лишних, их можно провязать вместе и убавить, чтобы не был сильно широкий верх. Ну и опять же ориентируйтесь по своей ноге. Значит, сейчас наберу петли. Первый ряд я провяжу все изнаночными. Далее провяжу резинкой 1 к 1. Одна лицевая, одна изнаночная резинкой. Провяжу сколько? 16 рядов. И примонтирую потом на спице номер 2,5. В этот раз по-простому сделала. Так, смотрите. Набрали петли. Что-то сегодня красный цвет камера не любит, смотрю. У меня такой красивый, прям темно-красный цвет малиновый на камере. Прям вообще мне не нравится. Первый ряд провязали изнаночными. Дальше резинка 1 к 1. 16 рядов провязываем и примонтируем. Вяжем. Провязала я 16 рядов в высоту. Выворачиваю сразу наизнанку этот отворот. Сколько здесь у меня? Ну вот 4,5 до 5 не доходит сантиметров. Теперь все это хорошо разравниваем, эту резинку. Далее снимаю, вот лицевую сняла. По изнаночной стороне она у нас как изнаночная. И подхватываю петельку как раз вот напротив этой изнаночной. Петелька первого наборного ряда. Самая вот они, как пунктирная линия такая проходит. Подхватываю эту петельку. Ой, подождите. Это на спице. И протягиваю ниточку. Следующая изнаночную снимаю. Теперь смотрю по изнанке. Изнаночная, она у нас как лицевая идет. И вот как раз напротив нее следующая. Подхватила. Протянула. Так, по одной приметаю весь этот отворот. Можно провязать его высоким и просто отвернуть вот наружу. Тогда будет как носок вверх смотреться. Ну, это вот уже по желанию. Так, подхватила, что у меня здесь лицевая. Теперь здесь вот над изнаночной. Вот она пунктирная. Видите, 1, 2, 3, 4. Проходит. Раз протянула и второй раз протянула. Так, все подвязываем. Монтируем отворот. И на этом будет сегодня все. Все. Заканчиваем. И я заканчиваю тоже. Вот такой вот тапочка. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Пока-пока.